Добро пожаловать в мультик «Новости о Реkoде Санари». Как вы знаете, в Санари скоро появится карта, но ее просто решили сделать не новой картой, редизайн карты на том старом плейсе, который мы играем, а разрабатывается полностью новый плейс с новой кодировкой. Все, что мы знаем о перекоде, в этом видео. На официальном сервере Санари было проведено голосование за существо, которое будет наградой, значком за покупку доступа к перекодированной игре, когда оно будет доступно. Зарковикс, Кираукус, Мидзюсуима. Эти существа были вдохновлены новой механикой бега и самим редизайном карты. Это существо будет работать точно так же, как Кируку и Ауленус, имеющим ограниченное количество видов в экономике. Получается, вы покупаете доступ и получаете это существо. И существо было выбрано Миджусуима. Решено было разделить стоимость доступа к перекодированию по мере приближения даты. Доступ к перекодированию будет стоить 250 робоксов. Мало того, позволится игрокам потратить 175 робоксов на покупку доступа для своего друга. Покупая доступ более одного раза, вы получите бонусные виды Миджусуима. Напоминаем, что за робоксы будет только ранний доступ, если вы хотите поиграть раньше всех. Если не хотите играть раньше всех, просто дождитесь официального релиза, когда доступ откроется для всех и он будет бесплатным. При покупке доступа получите значок перекодирования, а также выбранное существо перекодирования. Итак, что же добавится в игру, какие изменения, давайте посмотрим. Новое улучшенное средство просмотра характеристик внутриигровых существ. Можно понять, как меняется существо по мере того, как оно растет. Это просмотр статистики теперь пропускает неценные данные и показывает все, что нужно знать, чтобы эффективно использовать свое существо в игровом мире. Полностью закодированы все усиления плюшей и сделали возможным оснащать или не оснащать их для максимальной настройки. В связи с изменениями в Реkoде некоторые плюшевые игрушки получили новую механику. Перекодированная атака хвоста более реалистична, чем когда-либо. На самом деле она ударяет по игрокам, которые находятся ближе к концу хвоста, а не только по корпусу. Перекодировали миссии существ, чтобы они соответствовали новой механике перекодирования. Эти миссии должны были быть полностью перекодированы, чтобы работать в Рекоде. Это довольно длительный процесс. Секретные миссии с существами выведены на передний план игры. Эти миссии будут скрыты, но покажут вам некоторые из необходимых значений. Теперь миссии полностью перекодированы в зависимости от региона. Это короткие миссии, ориентированы на выживание, привязаны к основному циклу игры. Поскольку миссии выполняются быстрее, количество наград значительно сократилось. Но все еще предстоит их масштабировать. Теперь можно собирать туши. В игру вернулась механика, чтобы было легче защищать свои ценные ресурсы. Добавили в перекод маленькие ребрышки и вкусные фрукты. Оба этих вкусных ресурса обеспечивают обогащение персонажа, что увеличивает общую выносливость и регенерацию выносливости. Трава с эффектами – простое, но значительное и эстетически приятное дополнение. Когда вы наступаете на траву, вы поднимаете почки травы. Поскольку задача приближается к концу, остается торговля и обучение. Почти закончили самыми сложными задачами. Извержение вулканов сильнее воздействует на летунов и улучшает визуальные эффекты. Таймер заполнения извержения лавы вулкана будет разумным. Визуальные эффекты извержения были значительно улучшены. Сферическая мини-карта с изображением ресурсов. Это новая мини-карта, невероятно информативна и удобна для использования. Нанесите на карту регионы, чтобы знать, в каком месте находится. Например, пустыня, плоскогорье, скалы гордости и многое другое. Идентификатор дня и ночи солнцем и луной в зависимости от времени суток. Это поможет игрокам узнать, когда они могут выполнять дневные или ночные миссии или использовать преимущества дневных и ночных бафов. Прокатившись куда угодно, вы скроете запах. Это делается для того, чтобы помочь охотникам из засады спрятаться более разумным образом. Катание по грязи по-прежнему поможет игрокам быстрее лечить травмы. Улучшено отображение дебафов. Эти дебафы гораздо более информативны для игрока, давая ему наглядно понять, что происходит. Невероятно обновленный тематический пользовательский интерфейс, чтобы улучшить ощущение выживания в игре. Извержение вулкана было усовершенствовано. Теперь оно происходит в масштабе времени, а не в зависимости от сезона, и имеет только один режим. Летуны получают травмы от метеоров в воздухе.
Тема пользовательского интерфейса, над которой работали, постепенно применяется ко всем панелям. Пользовательский интерфейс будет простым, чтобы статистика и описание способностей усилений могли быть на виду. Награды за смерть между сессиями становятся более надежными и работаются над их созданием, чтобы у игрока было более уникальные надежные награды и цели. И теперь можно точно двигаться вбок и назад, а также улучшили разворот, из-за чего игрокам трудно было ехать задом наперед. Водные существа также могут совершать набеги, чтобы уменьшить нагрузку. Можно включать-выключать стравливание. Стрейф немного снизит скорость вашего передвижения и заблокирует ход. Добавили в игру новую функцию источники лавы, теперь наносят вред существам. Введены две новые пассивные способности. Первый – морозный, который заменяет старый зимний баф. Вторая – новая вулканическая пассивная способность, которая позволяет определенным существам игнорировать урон от лавы и многое другое. Обе эти способности улучшат характеристики существа в определенные сезоны. Добавлено уведомление о территории, когда вы входите на свою территорию или территорию врагов. Также внедрили новую способность под названием «Похититель яиц», который позволяет виду красть созревшие яйца из гнезд и есть их. Все пользователи уровня 1 получат эту возможность для улучшения своей вовлеченности в целом. Теперь изменение приливов будет зависеть от времени суток, и океан будет подниматься и опускаться ниже. Перекодировка функций болезней, основанных на укусах и защите и блоках. Разработчики хотели бы, чтобы активные недуги были более важными и более понятными, поэтому было решено отказаться от метода 10, 20, 30, который увеличивал бы тяжесть и ограничивался бы с 30. Они также приглушили побочные эффекты этих недугов в обмен на их раскрытие. Эти недуги больше не будут ограничиваться 30, из-за чего они становятся все более смертоносными и страшными. Существа, которые полагаются на кровотечение, яд, ожог и так далее, будут полагаться на эту механику, наращивая их на игроков, чтобы обеспечить убийство. Попрощайтесь с разрывами связок и переломами костей, так как их заменит активная болезнь травма. Травма – это новая замедляющая болезнь, которая постепенно повреждает кости и суставы с течением времени, чем больше подвергается воздействию существо. Как только получится стопроцентная травма вашему существу, оно не сможет двигаться. Информация о недуге – это то, над чем ведется работа. Это поможет пользователям понять, как их недуги влияют на них и что происходит. Некоторые из них нужно будет сделать вручную. Перекодированные недуги. Кровотечение, процент урона, яд, источник, коррозия, сухой вес, горение, процент урона, обморожение, снижение скорости укуса, болезни, истощение, регенерация выносливости, травма, скорость и некрояд, запутанное управление. Что еще собирается сделать? Урон от дыхания будет зависеть от веса существа. Мелкие существа наносят меньше урона по крупным существам, и наоборот, более крупные существа наносят больше урона по мелким. Можно будет навести курсор мыши на статистику, чтобы увидеть точные показатели. Более четкое отображение повреждений и исцеления. На экране клавиша «Нюх» будет подсвечиваться, когда у существа заканчивается еда или вода. Источники воды будут иметь оценку качества от 0 до 100%. При 30% и менее существо имеет шанс заболеть. При 0% этот шанс значительно возрастает. Вода становится коричневой при загрязнении. Общее количество воды для каждого водоема определяется его размером. В источниках воды можно будет плавать, а водные существа смогут выглядывать из воды и видеть происходящее за ее пределами. Детеныши появляются в зонах поддержки маленьких существ, по которым крупным существам будет трудно перемещаться. Существо должно быть моложе 30 игровых лет, чтобы появиться в точке появления детенышей. Возрождаясь, вы появляетесь в ближайшем месте спауна рядом с вашей последней точкой смерти. Самцы больше не размещают хранилища с едой, вместо этого они размещают территории, которые уменьшают расходуемость их пищи. Территории можно ощутить, находясь внутри них. Территории можно почуять. Во время обнюхивания они отображаются как круг силового поля. Размер территории зависит от размера существа. Гнезда самок больше нельзя разрушить. Новорожденные детеныши будут толкать самок при вылуплении. В гнездах теперь есть яйца. Некоторые мутации можно получить через гнездование. Лучшая еда дает новые бафы, такие как насыщение и обогащение, что обеспечивает положительное влияние на ваше существо и подталкивает вас на поиски новой лучшей пищи. Пустые источники с пищей нельзя понюхать. Новая музыка дня и ночи, звуки океана и звуки воздуха. Улучшено-ночное зрение 1.4, чтобы разница между этими значениями была более заметной. Пока ваше существо сидит, вы получаете увеличенный урон от врагов.
Обнюхивание показывает расстояние до цели. Обнюхивание может также показывать наличие поблизости источников пищи и воды. Способность будет активироваться клавишами от 1 до 6. Крики существ активируются клавишей 7.0. Клавиша T – анимация положения лежа. Детеныши обладают большей скоростью и выносливостью, чем взрослые особи. Водные порталы. Существа способны использовать порталы под водой для перемещения между локациями на карте. Переработанная атака из засады, то есть амбаш, увеличенный контроль поворота. Выносливость расходуется в 2 раза больше. Игрок может отменить рывок из засады. Высота прыжка. Толчок во время прыжка, вперед или назад. Затрачиваемая выносливость при прыжке тоже должно быть. Будет также сортировка существ по категориям. Улучшены теги для соответствующих существ событий, дополнительные категории сортировки, такие как тир, и новые категории диет. Информация о существах. Когда ваше существо сидит или лежит, то скорость восстановления выносливости и регенерации будет увеличена в 1,5 раза сидя и в 2 раза лежа. Когда существо сидит или лежит, то проходимый по нему урон увеличивается в 1,5 раза сидя и в 2 раза лежа. Переработка негативных статусов. Ограничения были убраны, теперь у вас может быть неограниченное количество кровотечения, ожога, яда и так далее, то есть это не останавливается на 30 единицах. Болезни больше не складываются под принципу 10, 20, 30 единиц, чем сильнее заболевание, тем серьезнее последствия будет оно иметь. Недуги переименованы в урон от негативного статуса, блок негативного статуса и защита от негативного статуса. Гравитация теперь существует, но не причинит вреда на данный момент. Существа маленьких размеров с меньшей вероятностью проваливаются сквозь рельеф местности. Улучшенные хитбоксы. Растительность, такая как трава, цветы, может приобретать разные цвета в определенное время года. Летом насыщение от всех активных источников пищи в 1,5 раза выше, весной насыщение от активных источников пищи увеличено в 2 раза. Голод. Шанс появления текущих источников пищи снижен на 75%, увеличено истощение от голода на 10 единиц. Засуха. Потребление воды увеличено вдвое. Вам потребуется выпить 3 единицы воды, чтобы утолить жажду, но 1 единицу вы утоляете жажду медленнее. Зимой вся добытая вами пища представляет 1/2 от текущего размера. Истощение от голода увеличивается 20 единиц. В сезон цветения сакуры мгновенно освежаются все виды растительной пищи, ягодные кусты и фрукты. Насыщение от всех активных источников пищи в 1,5 раза выше. Осенью питание составляет 1/4. Улучшено переключение между сезонами, улучшена графика времен года. Улучшены эффекты погоды и также звук погодных условий. Из-за некоторых погодных условий могут становиться звуки приглушенными. Во время дождя взлет для летающих и парящих существ потребляет на 15 единиц больше выносливости. Автоматическое пополнение всех источников воды на 50%. Если количество воды в источнике равно 10 единиц, то во время дождя оно составит 60. Туман отключает запах игроков и уменьшает видимость объектов, увеличение плотности атмосферы на 0,2. Во время снега взлет для летающих и парящих существ потребляет на 10 единиц выносливости больше и уменьшается видимость объектов, увеличение плотности атмосферы на 0,2. Штормовой ветер. Скорость передвижения существ по земле, морю и небу будет повышена на 15%, а регенерация выносливости на 25%, плюс 5 единиц к способности регенерации во время планирования. Во время грозы взлет для летающих и парящих существ потребляет на 25 единиц выносливости больше. Гроза заполняет все источники воды на 100%. Гроза вызывает случайное количество наводнений, а игра рандомно выбирает число от 170 до 300. Вода будет подниматься до этой точки каждые 3 секунды, увеличивая высоту океана до тех пор, пока не достигнет выбранного значения. Оказавшись в этой точке, уровень воды продержится 60 секунд, прежде чем упасть. Теперь фотоворы и фотокарни могут быть съедены абсолютно всеми существами. Дневной баф, урон, восстановление выносливости, скорость исцеления увеличена на 50%, и ночной баф, урон, восстановление силы, скорость исцеления снижена на 50%. Это все для фотоворов и фотокарни. Изменения для летающих существ. Полет будет полностью переработан. Некоторые идеи полета в Griffin Destiny были объединены с Creatures of Sonaria. Регенерация во время парения. Если у летающего есть способность регенерации во время парения, он способен восстанавливать выносливость во время парения. Игроку потребуется процент выносливости для взлета. Запахи будут переработаны, теперь они будут отображаться значками ближайших источников пищи. Будет отображаться расстояние до еды и ресурсов.
У земных существ ограниченное количество кислорода, когда они находятся под водой. Водные и полуводные виды могут использовать кислород, если у них его нет, они считаются дышащими жабрами. Как обычно, находясь под водой, игроки не начнут тонуть до тех пор, пока их выносливость не будет истощена. Земные существа не могут восстанавливать выносливость, находясь в воде, земные существа не могут плыть быстрее. Водные существа способны выполнить рывок из воды, будет иметься некоторый контроль над движением рывка, расходуется выносливость. Существа с любой диетой могут быть в одной стае. В стае будет действовать ограничение в 6 игроков. Цена стород самцов будет снижена на 90%. Игроки смогут приобретать стороды самок, цена будет значительно выше цены самцов. Некоторые существа имеют пользовательские множители вокруг себя, основанные на различных факторах, такие как существо события, существо значок, существо за руль и так далее. Звуки шагов не идеальные на 100%, но выполненные с помощью кода, поэтому не всегда надежные, но работают на правдоподобном уровне. Следы на земле и кровавые следы, принюхивание к следам. Полностью переделанные и улучшенные панели пользовательского интерфейса, такие как главное меню, магазин и редактор существ. В панели редактирования были использованы некоторые фрагменты из панели редактирования в Griffin Destiny. Улучшен пользовательский интерфейс в игре. Переделано большинство способностей, будут добавлены картинки и текст для того, чтобы лучше представлять особенности той или иной способности. Способности больше не закодированы ни для одного существа. Эта новая версия игры использует менее 10% оригинальной кодовой базы и фокусируется на оптимизации и расширении игровых систем для улучшения игрового процесса. Также переделан пользовательский интерфейс игры, чтобы улучшить навигацию и понимание игры. Считается, что это облегчит игрокам погружение в игру и позволит наслаждаться ей в полной мере. Планирована была перекодировка в конце 2022 года, но официальная разработка этой версии началась 9 января. На данный момент рекод находится в производстве уже около 80 дней, и удивительно, что все смогли создать за такое короткое время. Что нас ждет? Новая механика, перестройка всей игры с нуля, гравитация, прыжки в воду, новая мужская территория, заменено хранилище, улучшено гнездование самок, яйца, выводимые мутации. Шаги на местности, звук шагов, сетчатая вода, наводнение, улучшенное время загрузки карты, улучшенное обнюхивание, портал и многое другое. Чем больше команда работает над этим, тем качественнее будет игра в итоге. Все данные будут сохранены, все будет в целостности, включая и скины. Посмотрите обязательно полный трейлер. Ссылка в описании видео и в комментарии закрепленном. Вы смотрели экстра новости, потому что это новинка. Подпишитесь на канал Multiplayer. Всем пока!